Добрый день, в эфире Ирина Брезетка и передача «Мой бизнес». В ближайшие 20 минут мы будем беседовать с калининградским предпринимателем честно о том, почему он стал заниматься бизнесом, как поверил в свою идею и почему пошел на риск, потому что предпринимательство — это всегда отчасти неизвестность. Первый гость моей передачи — Святослав Герасимчук, изобретатель, инженер и промышленный дизайнер, а также основатель проекта складных каяков «Хайпа». Святослав, добрый день, рада вас видеть. Добрый день. Я немного знаю вашу историю, хочу рассказать о ней вкратце нашим слушателям, чтобы они понимали, кто вы такой. Вы 7 лет работали арт-директором компании, которая сотрудничала с такими фирмами, как Sony, Samsung и Adidas в Лондоне, и у вас там все было хорошо. Потом вы переехали в Австралию, потом вы в течение нескольких лет путешествовали по Адриатике на яхте, на которой организовали свою дизайн-студию. В общем-то, история вашей жизни тянет на то, чтобы быть опубликованной в жанре приключенческого романа. Расскажите, как вы оказались в Пионерском и открыли свое производство складных каяков. Приветствую. На яхте у нас завелись дети, и у меня жена москвичка, переехали в Москву, чтобы решить все эти вопросы деторождения. Ну а после этого стал вопрос, где дальше нам жить. Выбрали Калининградскую область, хотели, чтобы дети начали говорить по-русски, были в русской среде. Область нам очень понравилась, я приехал, посмотрел, море, близко Европа, граница, симпатично, мило, иногда солнце. Иногда солнце, но не сегодня, к сожалению. Нет, солнце все хорошо на самом деле. Когда вы переезжали, и в тот момент, когда вы жили на яхте, у вас там уже был свой другой бизнес, тогда ли вам пришла идея о складных каяках, как она вообще к вам пришла, и расскажите немного, что это вообще такое. Да, тогда закладывались основы проекта, я занимался проектами яхт, но сама ядро идеи появилась уже в Калининграде. Я работал над проектом одной из яхт для австралийской компании, и да, тут меня осенило. И от этой точки, тут очень четкая точка начала, и проект развернулся сразу вокруг простого геометрического концепта. Почему вы решили именно заниматься каяками? И я знаю, что это просто каяки-трансформер, они уникальные. У них, по-моему, есть даже международный патент, я правильно понимаю? Да. В чем их особенность и уникальность? Во-первых, это многофункциональная лодка. Называется SmartBoat, Personal SmartBoat. Он позволяет лодку трансформировать как в рюкзак, соответственно, очень легкая переноска в самолете, в машине, хранить под кроватью. При этом это морской каяк, при этом он может быть трансформирован в парусную лодку, при этом солнечные панели порядка 300 Вт могут быть установлены, трансформировать его под рыбалку, под другие функции. То есть это широкая универсальность, которая следует из особенностей корпуса. Инновационные материалы и способы производства, они позволяют получить этот уникальный концепт с такими широкими возможностями. То есть у вас есть какая-то основа и дополнительные элементы, которые человек, который покупает вот эту основу, он может еще докупить, да? Установить и в зависимости от своих потребностей решить, что ему сегодня нужно. На лодке поплавать или на каяке? Верно, это модульная конструкция. Человек может докупить нужные детали. Допустим, он захотел серфить на каяк для серфинга. Он взял дополнительные аксессуары, и при сборке каяка, который занимает порядка 5 минут, он может его трансформировать из каяка в серф-каяк или в парусную лодку. А кто ваш покупатель? Это outdoor, так называемый по-английски. Прежде всего, это для тех, кто хочет быть на открытом воздухе. Это и те, кто профессионально занимается каяками, как второй каяк, который позволяет иметь доступ к любому водоему в любом месте, как в городе, так и на высокогорном плато. А так и прежде всего для городского жителя, который мечтает, хочет иметь каяк, но не может, потому что не может его хранить в городе. А также он позволяет заняться разными видами спорта. Соответственно, человек может развиваться. И вот этот плюс, он очень легкий. А значит, он открывает такие категории людей, сколько весит? Порядка 15-17 килограмм, в зависимости от комплектации, может быть и легче.
А это позволяет эксплуатировать и женщинам, для них очень важно, чтобы было легко, детям, подросткам и старикам. И вот один из наших партнеров, Йохан Летман, это двукратный олимпийский чемпион, двукратный мировой чемпион, его отец также многократный чемпион. Это крупнейшая немецкая компания по производству спортивных каяков для Олимпиад. Они наши партнеры и очень любят проект. Когда я спрашивал изначально, один из первых вопросов: Йохан, чего он тебе так нравится? Говорит, у них 300 каяков сделано за историю существования. Прежде всего, потому что он идеально подходит для людей, которые не имеют опыта с каяками. За счет устойчивости, это исходит из особой формы корпуса, легкости, и много в дизайне было сделано по его советам. Он постоянно требовал сделать больше кокпит, больше места для ног, чтобы любой человек мог сесть, поместились и колени, он мог с него легко выбраться. И вот эти задачи: простота в эксплуатации, быстрой трансформации, возможность сесть на открытой воде, возможность эксплуатировать его и в штормовых условиях. Да, я знаю, что вы очень много его тестировали, и даже сейчас пытаетесь установить какие-то мировые рекорды где-то в Перу, используя ваш каяк. Ну, это планируется, да. Но есть такой интересный проект, как новозеландский, сейчас имя надо было подготовиться, не скажу альпиниста, австралийский альпинист, который поставил много рекордов. Он готовит рекорд по самому высокогорному заплыве на каяке. И там условия такие, что раз в году, когда совпадают углы солнца и там отражение от ледников, растапливает лунку какой-то там. И, соответственно, возможно, на 6 тысячах или 6,5, соответственно, получается возможность сделать заплыв. Соответственно, нужна легкая лодка, чтобы туда забраться, собрать. Самое замечательное, что это групповая история, и если это состоится, то мне придется в этом участвовать также. Так что будет интересно. Вам нужно уже начинать готовиться. Да. Но со спортсменами и активными людьми все понятно. Вопрос в следующем. Как его использовать в городской среде, потому что вам же важен конечный потребитель и их количество, и очень важно для предпринимателя, да, для того, чтобы у него клиентов было больше. Я знаю, что вы тестировали этот каяк даже в Амстердаме на каналах. Да. Расскажите немного про концепт именно того, что ваш каяк может быть использован в любой городской среде. Конечно, прежде всего это вес и габариты. Каяк, когда он разобран, это 3,5 метра длины, 80 сантиметров ширины. Это полноценный каяк, порядка 300 литров водоизмещения. Он очень быстрый, очень легкий в движении. Все замечательно, когда он как каяк. Но когда его собираем как чемодан, он должен быть удобен для городской среды. И одна из интересных особенностей, когда он собран, это 80 сантиметров, получается, шириной, 1,20 м высотой. Рюкзак, удобный рюкзак, который очень хорошо сидит на спине. С ним, кстати, очень удобно ездить на велосипеде, но при этом его можно брать и в метро, и в автобус, на борт самолета. То есть любой общественный транспорт доступен. При этом у нас даже получалось разложить каяк, сложить складной велосипед, положить его на корму каяка. Соответственно, получался такой amphibious drive, когда я еду на велосипеде, раскладываю каяк, складываю велосипед, положу его на корму и двигаюсь дальше на другую сторону канала. При этом скорость ничего не страдала. Вот это вы, Святослав, изобретатель, инженер. Как много еще таких людей, вы думаете, будут это делать в Амстердаме? Либо на самом деле он очень легкий в эксплуатации. Вот мы проводили презентацию в Планете Спорт, и было много желающих, которые хотели попробовать каяки. Мы всем давали возможность заплыть. Большинство людей не имели никакого опыта с каяками вообще. То есть вот просто людей с улицы фактически, кто пришел на презентацию, мы садили, и все просто замечательно на них делали круги. Он очень маневренный, очень легкий в управлении, это очень важно. Например, как я сказал, он
очень удобно габариты, он быстро, это очень важно, он быстро раскладывается порядка 5 минут, потому что городскому жителю нет времени этим заниматься. И его не надо чистить и сушить. Святослав, мы сейчас с вами поговорим о том, где же вы привлекли деньги, взяли инвестиции на ваш проект. Я знаю, что часть из них, именно $60 тысяч, что немало, это где-то примерно 4 миллиона рублей по сегодняшнему курсу, вам удалось привлечь с краудфандинговой платформы. Угу. Ну, на самом деле это маленькая часть бюджета проекта. Какая сумма полная проекта вашего? Ну, это больше 200 тысяч. Причем, к сожалению, большая часть этих денег — это мои деньги. Причем речь не идет о работе и времени, потраченном на проект. Да, нам очень помог краудфандинг. И на самом деле главная помощь краудфандинга — это даже не деньги. А то, что это маркер интереса аудитории. Все-таки краудфандинг — это рисковое предприятие, и те, кто вложились и поддержали наш проект, и они пошли на риск. Это всегда кот в мешке. Да, это кот в мешке, и люди, которые поддерживают, они действительно горят проектом, это говорит о проекте. И, соответственно, для бизнеса и крупной корпорации это уже показатель того, как это когда работает. вы пришли на краудфандинговую платформу, вы продавали, по сути, еще идею, а не готовый продукт. То есть вы описали, да, идею того, что вы хотите делать? Нет, прототипы были. Мы были в состоянии рабочего прототипа. У нас не было промышленного прототипа, и мы не были готовы к производству. И, собственно, бюджет с краудфандинга, он был потрачен на то, что мы конвертировали первоначальный концепт уже в промышленный образец. И это вся отработка технологической цепочки. Мы вложились в материалы, во все для того, чтобы выполнить наши обязательства по краудфандингу. В результате мы получили прекрасную лодку. Эта лодка уже проверена временем. Там есть небольшие нюансы, которые мы еще улучшаем. Но это уже... Сколько прототипов вам пришлось выбросить, чтобы получить вот этот много. Идеальный вариант? Сколько? Вы помните примерно? Я точно цифры не скажу, но это десятки. У меня гараж до сих пор забит еще какими-то прототипами. Было сделано... на самом деле, это была стратегия разработки. По-другому такой проект нельзя сделать. Фолдинг и то, что складывается, это исключительно сложная область для проектирования. Очень мало кто это может сделать, поэтому это мало кто делает. Мы разработали особые методы проектирования. И избежать большого количества прототипов невозможно, потому что все комплексно, где-то что-то одно меняется все. Нужно постоянно вот это колерировать, и в цифре не все посчитаешь, потому что идут сложные процессы, материалы тянутся, деформируются. То есть участвует сложная физика, и вот чисто на кадровских методах не все посчитаешь. Но вообще такое подобное высокотехнологичное производство требует многомиллионных инвестиций. То есть, скорее всего, в идеале в этот проект должно было быть вложено гораздо больше денег, чем вы потратили. Да. Как вам удалось минимизировать это расходы? Опыт. Естественно, потому что я начинал проект уже будучи опытным конструктором и промышленным дизайнером. И достаточно удачно и грамотно созрел план, как мы будем это реализовывать. На самом деле, да. Все удивляются, и наши партнеры удивляются. Такие проекты — это безумно затратные деньги, тем более, если использовать большой и дорогой коллектив. Ваш проект вышел на окупаемость. Я правильно понимаю сейчас? По расчетам там все хорошо. Просто не все закончено. Мы еще не в положении полноценного экспорта, потому что ведем небольшие доработки. А самое главное, у нас еще барьеры общего порядка. Мы решаем вопросы с инвестициями для того, чтобы иметь нужные объемы склада и продукции для экспортных операций, и подложить всю логистику для экспорта. Но производство у вас сейчас находится в Пионерском, но часть каких-то деталей конструкции вы берете у партнеров, в том числе сотрудничаете с французской фирмой, да, насколько я знаю, у нас которая вам корпус производит. Да, французская корпорация DS Smith, они очень сильно помогли, это их материал, они разрабатывают его. Только мы его используем для лодок, так что это уникально, хотя это один из лучших материалов для лодок из возможного.
все стратегические элементы для лодки мы производим самостоятельно. Это ключевое, и это стратегический момент, потому что без этого мы бы не могли разрабатывать и реализовывать проект. А сколько человек у вас сейчас работает на производстве? Ну, количество людей варьирует. Это зависит от ряда факторов. Сейчас у нас порядка 5 человек. Это не очень много. Ну, это варьирует. Мы сейчас готовимся к тому, чтобы выйти на полноценный производственный цикл, и тогда у нас будет порядка 16 человек. Как вы собирали команду и как вы вообще находили партнеров, например, тех же самых французов, которые вам предоставляют совершенно уникальный материал, который вам идеально подходит? Ну, конечно, работает и план, где, кто, как. Нам нужно, с кем мы можем сотрудничать. В частности, здесь мы искали материал. Но очень много зависит от удачи. И то, что касается человеческих связей, и сработаются команды, не сработаются, это все очень тяжело предугадать. И тут уже как жизнь распорядится. Ну, вообще много зависит от очень проекта. Странно слышать фразу «как жизнь распорядится» от человека-предпринимателя. Ну, наверняка это были какие-то наработанные контакты, да, за время вашего предыдущего сотрудничества с иностранными компаниями, ведь это ваш не первый бизнес. То, что касается команды разработчиков, было много друзей и ребят, с кем мы работали и в Лондоне, и партнеры по бизнесу, в частности, Льюис Миттони. Это очень крупный австралийский бизнесмен, с которым мы давно работаем. Когда-то он до бизнеса был профессором гидродинамики, занимался судостроением. Мы работали по другим проектам, но когда появилась лодка, мы, соответственно, смогли. Он сильно помог проекту, а мы смогли много чего сделать вместе. Борис, немец-француз, промышленный дизайнер, мы с ним в Лондоне работали, он очень много помог проекту. У вас международная команда, да, я правильно понимаю? Да, американцы, европейцы. Ну, соответственно, так как я большую часть прожил на Западе, соответственно, и в проекте большая часть людей это западная. А ваш проект сейчас сколько лет существует? Вот от начала порядка задумки? 4 лет. 4 лет. И только сейчас вы, насколько я понимаю, начали выходить на какую-то окупаемость, начали получать прибыль от этого проекта. Да, ну это еще быстро. Вообще нормально, порядка 6 лет развития проекта. Ну, если бы мы были подкованы инвестициями вовремя, мы бы, конечно, сократили это время. Но в любом случае время работает в позитив. Мы не останавливаемся с проектом, даже если мы делаем другие проекты для того, чтобы поддерживать основной проект. Вот расскажите, да, о вашей концепции, как вы 4 года держались. У вас были еще параллельно какие-то проекты, которые являлись финансовой подушкой, да, платформой для того, чтобы развивать вот этот ваш фундаментальный проект. Да, и до лодки я занимался другими проектами. Соответственно, многие проекты продолжили работать я работал и работаю с промышленным дизайном, конструированием, с гейм-девом есть проекты. Я работаю как концепт-художник. У меня достаточно много работ проходит в этом направлении. А когда все успеваете? Ну, это самое худшее, это время, и да, много времени уходит на работу, и меньше времени остается на семью. Ну, сколько вы работаете наверняка каждый день? Сколько часов в день работаете? Ну, как проснулся, так и начал, пока не заснул. Весь день выделяем, конечно, несколько часов на детей, на семью в выходные. Дети тоже занимаются спортом, водными видами спорта, и парусом, и плаванием. Святослав, у нас, к сожалению, осталось не так много времени, к огромному сожалению, потому что хотелось бы вам задать еще огромное количество вопросов. У меня к вам вот вопрос очень важный, фундаментальный. Этот проект для вас, он такой больше социальный, да, но при этом вы зарабатываете деньги. Я сейчас объясню. Вчера в Фейсбуке мы опубликовали анонс данной передачи, и люди разделились. И прозвучало очень много мнений о том, что бизнес — это только про деньги, это только про прибыль, это единственная цель предпринимателя. Как вам удается совмещать какую-то социальную миссию, ваш собственный интерес изобретательский и зарабатывание прибыли? Ну да, я считаю, что так же, как мы
едим ради того, чтобы жить, также мы зарабатываем деньги ради того, чтобы жить. И чисто бизнес, построенный на голом и идеальном капитализме, он зарабатывает деньги. А самый ликвидный товар — это деньги. Соответственно, а чем еще заниматься, кроме денег? И все остальное, что касается жизни, тогда не имеет смысла. Но на самом-то деле мы реализуем жизнь, мы реализуем наше будущее, развивается общество. Соответственно, этот социальный момент проектов и бизнес-проектов, и дизайна — это основополагающее, это противоречие, это конфликт, который должен решаться. Если мы потеряем ту интересную, увлекательную, социальную составляющую проектов и бизнеса, мы можем потерять жизнь вообще и интерес к жизни. Я считаю, вот этот здоровый баланс, он должен был сохранен, так же, как мы не предпочитаем правую или левую ногу одну другой. Все дело в балансе. На этой ноте хочу завершить сегодняшний эфир. Спасибо, Святослав. Я напоминаю, что гостем сегодняшней передачи «Мой бизнес» был изобретатель, инженер, промышленный дизайнер и автор проекта «Хайпа» Святослав Герасимчук. В студии была Ирина Брезетко. Услышимся через неделю. Каждую среду в 12:30 на Балтик Плюс авторская программа Ирины Брезетко «Мой бизнес». Настоящие истории начинающих предпринимателей региона. Путь от идей до их реализации. Просто и честно